касается нашей группы, да, проект был создан или начал работать в Украине в 2014 году в рамках проекта Харьковского института безпеки дослежень. Идея первая появилась именно у нашего бывшего шефа Ежи Шнайдера, который до этого работал первым заместителем министра иностранных дел Чехии. Потом, когда в институте нашем работал, возникла у него идея, как, наверное, первого в нашей стране, что Украине нужно будет, конечно же, помочь, поддержать с реформой структур безопасности. Значит, в 2014 году мы начали работать в направлении обмена опытом. В Киеве было организовано несколько круглых столов на тему реформы структур безопасности. И, как сказать, поделиться тем, что у нас получилось, и тоже тем, что ошибками, которые мы допустили после 1989 года и после того, что наши чехословацкие и чешские структуры начали реформироваться. Одновременно таким образом мы недавно уточняли темы, которые мы можем предложить Украине, что здесь потребно, какая здесь потребность, если у нас есть возможности, эксперты, которые могут каким-то образом в этом плане помочь. Одна из первых тем, которая сразу стала понятна, что здесь очень нужно, это кибербезопасность. И мы одновременно поняли, что в Чехии существует достаточно большая группа людей, которые заинтересованы в такой проект включиться. И Томаш Флидер был первым из тех, кто в сотрудничестве с моей командой начали этой темой заниматься. Значит, кибербезопасность как одна из очень больших тем. На сегодняшний момент мы тоже, в принципе, в течение прошлого года возникла потребность. В Херсоне нас попросили организовать курс самообороны, курс или лекцию по вопросам, это касается наркотиков и работы полицейских с наркоманами, каким образом это делается в Чехии. И тоже вопросы community policing, что это приоритет сейчас новой патрульной полиции, каким образом community policing, внедрять в систему и так далее и так подобное. И эти темы тоже стали очень серьезными, и наша команда ими занимается. И Павел, который в нашем институте работает, одновременно является инструктором самообороны, и таким образом он подключен в проект как координатор самообороны или как координатор тактических подготовок. И работаем здесь с университетом внутренних дел. Здесь в Харькове работаем с университетом внутренних дел, приезжаем очень часто и занимаемся именно обменом опытом, как сказать, как полиция работает у нас, как у вас, и Павел обучает полицейских себя обороне. Одновременно обучаем гражданских себя обороне. Здесь на базе на Кипре вчера происходила трехчасовая тренировка себя обороны для женщин. Я бы сказал, с очень хорошими результатами. Я сам на себе почувствовал, что даже очень девушки небольшого возраста могут, если хороший инструктор, научиться оборонять так, что и вашему мужику будет очень больно. Я вот сейчас на этом момент я остановился и предал слово моим коллегам, потому что, в принципе, детально вы можете уже даже на украинском языке на нашем сайте посмотреть более детально всю информацию в сжатом виде. И чтобы объяснить, каким образом была создана команда, то команда это создана из людей, которые в рамках Харьковского института безпеки дослежень работали, значит, в Украине, и возникла потребность создать какую-то более уже даже формальную структуру, которая тоже сама может получать гранты и может самостоятельно организовать свою деятельность. Поэтому с этих людей создана была группа T4U, которая может тоже самостоятельно принимать участие на некоторых грантах и в некоторых случаях, и даже очень часто в сотрудничестве с Харьковским институтом безпековых дослежень. Our organization teaches police how to defend themselves without weapons, or if they are out of ammo. Out of ammo, když nejde munice. Мы обучаем полицейских, как себя защитить, если
по какой-то причине нет у них оружия, или если закончилось потом. I must say that I am very well surprised by the very high level of your police training. Я очень приятно удивлен, что подготовка ваших полицейских на очень высоком уровне. To work with your cadets is a real pleasure. Работать с кадетами ваших университетов внутренних дел это одно удовольствие. That's one part of my job here on Ukraine. Это одна часть моей работы здесь в Украине. I'm also to try to help your, let's say, society. Одновременно я тоже хочу помочь вашему обществу. By teaching women how to defend themselves. Таким образом, что я учу здесь женщин, как сами себя они могут защитить, как не стать жертвой. There is a huge problem with emigration from Ukraine. Здесь очень большая проблема с эмиграцией из Украины. And I want Ukraine to be strong and growing. А мы хотим, чтобы Украина была сильная и чтобы поднималась. And I think if I teach women how to feel a bit safer on the streets, мне так кажется, что если я научу женщин, чтобы они чувствовали более увереннее на улицах, and it will help them, or they will not be as willing to leave this country. Ukrainians gathered in past years vast amount of experience in fighting against cyber attacks and information warfare. Потому что украинцы последние годы войны научились очень многому, и нам это может быть очень кстати. We found our work helpful here also by facilitating ways which are unavailable to official channels. И мы здесь тоже играем такую роль, что создаем контакты общения, которые недоступны для официальных каналов. Our official authorities working in cybercrime in Czech Republic so far haven't been very successful in establishing contacts and information sharing with Ukraine. Наши официальные структуры пока не были достаточно успешными в создании таких контактов между Чехией и Украиной. Our big advantage is that we are working with various types of institutions. Нашим большим плюсом является то, что работаем с различными типами учреждений. Not only government, but also academia and NGOs. Не только государственными, тоже с академическими и с неправительственными. And we have also found out the importance of going into regions. И у нас тоже заключается большой плюс в том, что мы не остаемся, конечно, только в Киеве, но работаем тоже в регионах, в том числе в зоне. When I first came here to the east of Ukraine, когда я приехал первый раз на восток Украины, I thought that there wouldn't be many people interested in cyber security. То мы не ожидали, что будет такой большой интерес к теме кибербезопасности. Because there will be some other much more serious problems. Но здесь, мне казалось, что там для них будут другие, даже более серьезные проблемы. But I found that's the other way around. Но я пришел, в итоге это совсем по-другому. That the closer we are coming to the front, cybersecurity and information security is getting more and more important, and people are more and more interested. В результате, чем ближе фронта, тем больше людей интересует безопасность. Что стоило бы развивать в профессиональном смысле наших полицейских? It's hard to say. Сложно сказать. Each police has its own training program. Каждая полиция имеет свою программу подготовки. And ideally, police should train 50 or 100 years to be really good. To be 100% effective, you need to train whole your life. Если вы хотите просто быть на 100% эффективным, вы должны тренироваться всю жизнь. Each training is limited by resources. Каждая такая тренировка, каждый тренинг лимитован ресурсами. And that's
why I'm trying to help with my point of view, policemen how to defend themselves. И я со своей точки зрения и с тем, что я могу сделать, я их учу, как они могут сами себя защитить. Значит, я их, в принципе, учу себя обороне. From the point of police training, с точки зрения подготовки полицейского, I have nothing to say. У меня нечто добавить. Once again, I'm really surprised how well they are trained. И опять я могу сказать, что я опять удивлен, как хорошо образование подготовлено. Especially when I compare it with the police training in other countries. Особенно если это сравниваем с теми проблемами, которые в других странах. So far, I have worked with the police, policia, voluntary police. Да. Мы работаем с полицией или волонтерами, которые занимаются полицейской работой в Черноморской, вот такая структура, и полиция громадской безопасности города Черноморска. И да. And there is of course a huge gap in the training of the professional police and the voluntary police. Конечно, там разница существует в том, каким образом подготовлена добровольная полиция и государственная полиция. I am training civilian self-defense. И я тренирую гражданскую самооборону. There are other forms of self-defense, like military law enforcement. И здесь существуют тоже другие виды самообороны, как военная и полицейская. But the basics and the techniques from the beginning are the same for everybody. Но техники вот в этих первых шагах, в принципе, не так сильно отличаются, они такие же. While the civilian defends himself and run away, гражданский просто защитит себя и убежит. Police uses the same techniques but continues with an arrest. Полицейский использует такую же технику, но он на того, кто напал, арестует. Military, again, same techniques but much harder. Но военная такая же техника, но намного жестче. And military neutralizes the target and continues in his mission. И военная нейтрализирует врага и продолжает свою миссию. I do not teach, as I said, arresting techniques or police techniques. Я, как я уже сказал, не учу военные методы или полицейские. Не учу военные или полицейские методы. Because it's up to the police trainers to teach them that. Потому что это ответственность ваших тренеров. I believe that Ukrainian cyber police. Well, we met Ukrainian cyber police on various places. Мы встретили полицейских, киберполицейских на разных местах. We have seen a very professional cyber police unit in Mariupol. Видели хороших киберполицейских в Мариуполе. And we have seen very advanced level of training of police cadets here in Kharkov. И тоже в Харькове, здесь в Харькове встретили очень хорошо подготовленных и профессиональных киберполицейских. I have to say that the level of training and expertise in Ukrainian cyber police is higher than the level of expertise of policemen in Czech Republic in this field. И мне здесь должен сказать, что подготовка, именно что касается киберполицейских, и уровень их экспертизы выше, чем в Чехии. But that is also given by the fact that the level of cybercrime here in Ukraine is much higher than we face at home. Это, конечно, дано тем, что уровень киберпреступности в Украине тоже выше, чем в Чехии.